Друзья мои, приветствую вас на своем канале. Хочу показать вам, что у меня цветет на сегодняшний день из орхидей. Вот перед вами Red Rose. Она в этом году умничка, дарит цветение. Ну вот уже казус случился. Вчера я подбирала осыпавшиеся цветочки. Но здесь живая почка. Поэтому я сейчас возьму ножницы и срежу до живой почки эту часть цветоноса. Красавчик Magic Art. Он никогда не сдается, смотрит в окно, повернул свои цветочки в окошко, доращивает бутоны. Посмотрите, это будет вторая волна цветения. И сдается мне, что сейчас он вот-вот-вот начнет отсушивать свои первые распущенные цветы. Конечно же, не хотелось бы, но что поделаешь, я и так здесь радуюсь не первый день его замечательному цветению. За ним спрятался Голдион, красавчик с петалиями волнообразными. Желтая серединка, каскад, ребята, на 7 цветочков. Очень симпатичная орхидея. Но не хуже, но и не лучше. Рядом с ними доцветает Golden Beauty. Ну, Golden Beauty вообще у меня цветет на 4 цветоноса в этом сезоне. Полюбуйтесь на эту красоту. Вот такой вот замечательный, роскошный вид у этого пышно цветущего сорта. Очень впечатляет. Пират, ребята, радует своими цветочками, новыми бутончиками, своим длиннющим цветоносом. Он ушел в себя. Его цветонос уже достигает размера 2-метрового, но его это не смущает. Он продолжает доращивать свои кончики. И мне интересно, как долго этот процесс будет продолжаться, потому что, смотрите, 2 цветка или 3 отцветает, следующие 3 бутона открываются. И вот бесконечный процесс цветения орхидеи Пират Пикот или Пират Пикоти, все по-разному говорят. Так, Фронтера. Ребят, Фронтера, ягодная красавица, не сбрасывает пока цветы, цветет. Здесь спрятались ее бутоны, посмотрите. Ой, какие они аппетитные. Вот вчера она открыла свой свежий цветок. Ну, что вам сказать? Замечательная красотка. После открытия бутона вот такая цветовая гамма, друзья. Потом немного она уходит в ягодный, фиолетовый. И на последнем этапе, на долгом этапе цветения становится менее яркая. У нее в соседях красавчик кот. Ну, этот старается вовсю. Продолжает растить бутоны на всех своих кончиках. Он молодец. Да. Кот в этом сезоне в ударе. И вообще, ребят, я заметила, что в этом сезоне цветение у большинства орхидей пышное. Либо это уже возрастной такой этап, когда орхидея у вас уже больше 2 лет, она начинает радовать вас более обильным цветением. Орхидеи у меня куплены плюс-минус в одно и то же время. Мое увлечение орхидеями стартовало давно, но массовой покупки орхидей с моей стороны не наблюдалось. Были некоторые пики и взлеты
Это, как говорится, у нас с вами у всех наблюдается. Но это красавчик, красавчик. Wildcat. Замечательная орхидея с плотным восковым цветком. И прям я задерживаюсь на показе его дольше всего. Ой, бутоны. Бутоны, бутоны, цветы, бутоны. Красота. Ребята, спускаюсь пониже и показываю вам свою любимицу, красавицу. Вы задаете вопросы, а кто это? А кто это? Кто это у нас? А это Shiny Girl. Сладкая девочка, яркая девочка. Замечательная азиатская орхидея, которая набирает свой цвет постепенно. Она в аромате, таким, знаете, нежным ароматом. Не знаю, мне напоминает ее аромат запах свежей дыни. Когда вы разрезаете дыньку, ну вот что-то фруктовые нотки в ее цветении присутствуют. Посмотрите на эту красотку. Она у меня еще юная, пересажена из мха в кору, адаптируется. И я не надеялась на ее цветение в этом сезоне, но она меня порадовала. И я очень рада, ребята. Посмотрите, вот видите, первые цветы, которые распустились на ней, они уже набирают цвет, они становятся более яркие. А последние бутоны, которые раскрылись, еще не набрали полноту своего цвета. И чем дольше она цветет, тем ярче она становится. Доцветает, ребята, мой Бухарест. Начал даже желтеть лист. Забирает оттуда питание. Ну, старые листья всегда отмирают. Ну, где-то, может быть, один в год. Я не трогаю, не срываю. Вот уже опали цветочки, были сумасшедшие каскады. Очень пышно цвел. Он зацвел один из первых. Порадовал меня. Все, отцветает. Я буду его скоро приводить в порядок, обрезать лишние цветоносы. У него уже новый лист растет из серединки, видите? В общем, он начал процесс вегетации. Рядом с ним красавица Карина. Карина цветет на 2 цветоноса, ребята. Вот второй. Цветочков немного, но мы доращиваем бутончики. Карина, африканский закат, золотая река. Все названия очень ей подходят. Красавица. На заднем плане доцветает карибская мечта. Тоже скоро будем обрезать цветоносы. Ну а здесь красавчик Лас-Вегас. Этот не сдается. Этот цветет. Цветет долго. Цветет постоянно. Наращивает бутоны. В общем, он молодец, ребят. Он в ударе. Его не смущает длительность его цветения. Но хотелось бы, чтобы он занялся своими листиками и нарастил побольше свою листовую массу. Ну вот такой вот он красавец. Полюбуйтесь на него издалека. Доцветает, друзья, Motion. Но еще есть 3 бутона. И здесь тоже веточка Motion. Я постоянно его задеваю головой, когда занимаюсь уходом за орхидеями на этой полке. Рядом с ним Pink Dream, розовая мечта, красавица из реанимашек. Жду, когда она выздоровеет, наберет массу и зацветет красивым облачком. Посмотрите, какая разница, да? Большой цветок и такой миленький. Но она симпатяга. Симпатяга и трудяга. У нее очень интересное строение
цветка. Милая. А это моя азиатская безымяшка. Я ее называю фламинго. Она пришла ко мне в посылочке. И я думала, что мой заказ, а заказывала я сорт змеиная кожа, будет по-другому выглядеть. Я ждала принт агрессивно, такой, знаете, насыщенный. И когда появились первые бутоны, я напряглась, думаю, что такое. Меня насторожило их такое, знаете, розовый отлив бутонов. Ну, когда раскрылся первый цветок, все стало ясно. Она цветет всегда очень скромно. Ну вот еще 2 бутончика. Такая красотка. Джулия цветет своим необычным цветением, не похожим на другие сортовики. Очень интересная орхидея, выдавшая мне цветочки-мутантики. Вот они, ребят. Вот так они выглядят на одном цветоносе и на втором. Немножко не устраивает меня ее цвет листвы. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это особенность сорта. Такой бледный цвет листовой пластины. Но не знаю, она была у меня немножко на больничном. Возможно, это отразилось на ее состоянии. Рядом цветет и благоухает красавица Леодора. Но это вообще отдельный рассказ. Я вам уже показывала эту красотку. В этом году у нее 4 бутона. Но не все еще потеряно. Мы продолжаем цветонос. Леодора долго держит свое цветение, но долго к нему идет. Многие жалуются, что она не спешит порадовать своим цветением любителей орхидей. И это действительно так. У меня это ожидание продлилось больше 3 лет. И я уже была расстроена и махнула рукой, но пересадив ее в мох, получила вот такой симпатичный букетик. Здесь ниже у меня стоит компания из азиатских орхидей. И вот идет распуск Spider Fire. Так звучит по-английски название этого сорта. Но в переводе это обозначает вредность, вспыльчивость. Нет, не вредность, ребята, а вспыльчивость. Эта красотка ароматит нежным, тонким ароматом. И она очень вспыльчивая. Так что аккуратно с ней. Это азиатская орхидея, посажена в мох. Ну, рядышком еще не цветущие. Rainbow, по-моему, радуга. И Queen. Queen растит листочек. И появился новый корешок. Я всегда неслыханно рада таким событиям. Вот она, вспыльчивость. Еще в цветении мой биглипчик. Скажу вам, проблемный товарищ. Постоянно какие-то казусы с ним случаются. Но мы держимся. Там замечен корневой рост. Я обломала цветонос ему случайно. И поэтому довольствуюсь только ответвлением от старого. А вообще он любит подцвести пышно и красиво. Яркая красавица Joyride, в переводе «веселая прогулка», красуется у меня здесь и является таким, знаете, ярким, насыщенным акцентом в этой комнате. Каскад изумительный. Крупные цветы с такой, знаете, белой поволокой. Очень эффектная орхидея. Видео про нее я вам показывала на своем канале.
Она меня впечатлила в этом году своим цветением. И вообще я понимаю, что она уже стала моим любимым сортом. Ну, конечно же, одним из. И посмотрите, как плотно расположены цветы. Правильный каскад. Просто супер. Надеюсь, что в следующих цветениях количество бутонов будет больше. И мы с вами насладимся этой красотой. Здесь у меня поливается моя открытая система цветущая. Ну что я вам скажу? От открытой системы я не в восторге. Вот посмотрите, сегодня обнаружила, что один из корешков, видите, как усох, ребят. Вроде кончик живой и продолжает рост, но появилась вот такая перетяжка. Я залила водичкой, добавила удобрения. Я наблюдаю. Листик один она отсушила, забрала питание. Средний листик в росте. Видите, новые ткани. Ну, не знаю, ребят. Оставляю немножко водички. Вот есть активные корешки. Но сказать, что я уже поняла, что это хорошо, еще нет. Продолжает цвести мой сезам. Ой, Лимош, не кричи. Это мой попугай. Участвует в видео. Сезам цветет на 2 цветоноса по 3 бутончика. Вот такой вот симпатичный кустик. Пока что я не вижу продолжения. Бутонов новых нет. Рядышком с ним красуется хоткис. Хоткис — это вообще особая история. Видео о нем на канале я вам показывала. О его странностях, о его подростковом периоде. Но красивый. И посмотрите, что он творит. Я думала, он уже успокоится. Нет. Он разбудил почку и собрался продолжать свое цветение. Очень долго держит бутоны. Смотрите, из 8 бутонов 2 скинул. 6 цветочков у меня в наличии. Любуюсь, ребята, извините. Так, здесь Арвен. Арвен, красавчик. Похож на Пандору, но не Пандора, как оказалось, а Арвен. Так и держит свой каскад. Здесь 2 ответвления от старого цветоноса. Вот, друзья. Одно и второе. На каждом здесь 3 бутона. Цветок очень красивый. Цветок крупный, акцентный. Посмотрите. Гусиные лапки я его называю. Сейчас он растит лист. Ну, практически все начали вегетацию. Вон, видите, появился новый корешок. Ах, люблю я этот момент. Рядом с ним формирует свой каскад. Ну, кто-то скажет, что это розовый дракон. Кто-то скажет, что это формейшн. Посмотрите, посмотрите на эту красоту, девчонки. Вот так я разверну сейчас. И мы полюбуемся. Вот. Он смотрит в окно. Я потом разверну, когда раскроются все бутоны. Ох, он, конечно, благодарный. Это его новый цветонос. На старом остался один цветочек. Я думаю, что он скоро уже отцветет. Но здесь пошел стремительный рост цветоноса. Видите, немножко из-за того, что он смотрит в окно, у него неправильное формирование, однобокое. Ну, мы ему простим. Главное, что он очень красивый, сочный и ароматный. Доцветает Биг Бенг, ребята. Уже поскидывал свои цветочки, осталось 2. Но почка с бутоном. И здесь тоже, посмотрите, бутон. Ну вот, я не сильно люблю такое остаточное цветение, но довольствуемся тем, что есть. Каменная роза, это тоже не отстает. Она растит бутончики, старые цветочки
отсушивает. Вот на днях выдала новый цветок, открыла бутон. Вот такой интересный у нее раскрас. Отличается от предыдущего. То есть пошла вторая волна цветения. И вот два бутона тоже сейчас раскрыла на кончиках цветоносов. Видите, сколько было цветов? Сбросила через 2 месяца. Недолго держит цветы. И вот посмотрите. Вот. Особенно я люблю вот так. Когда есть вот такие пятнышки. Класс. Посмотрите, да? Интересный фактурный цветок. Оборочка у нее. И все отличаются друг от друга. Все разные цветы. Вегетации пока не замечено. Растим бутоны, цветем. Ну, и вот этот красавец мой. Любимец публики, ребят. Я его обожаю. Хочу на нем закончить свое видео. Это красавчик Rayang Prince. Он бомбический. Тоже не отстает от соседей. Продолжает свое цветение в виде новых бутонов. Посмотрите. И вот здесь. Ну, вообще. Я очень за него переживаю. Стараюсь, чтобы он не пересыхал. Даю ему водички вовремя. Потому что эта шапка цветов нуждается в увлажнении грунта. Чтобы держать такое количество бутонов и цветов, нужно, чтобы в корнях было влажновато. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего. Такое сегодня мое видео про мои цветущие орхидеи в этом месяце. Пока-пока!